Как в деревенских домах делали теплые полы. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Обязательным условием комфорта в доме является тепло. Существует множество способов обогреть помещение, но при этом важно, чтобы тепло распределялось по объему равномерно. И очень неприятно, если голове жарко, а ноги мерзнут. Известно из законов физики, что теплый воздух поднимается снизу вверх. Для эффективного обогрева пола нужно, чтобы источник тепла либо был под полом, либо входил в состав конструкции пола. И такие варианты существуют. Просто нужно вспомнить, как в деревенских домах делали теплые полы. Способы обогрева загородного дома. Сначала необходимо решить проблему сохранения того тепла, которое в доме образуется от разных электроприборов, от людей и приготовки пищи. Потом решается проблема генерации тепла. И на финише теплотехнических проблем – теплый пол. Чтобы в доме было тепло, обязательно нужна хорошая теплоизоляция. В качестве современного теплоизоляционного материала используется керамзит, пенопласт, пенополиуретан, пеноплекс, пенофол, стекловата, эковата. Ну еще и опилки, конечно же. В старые годы доступны были древесная стружка и опилки. Это самый лучший и экологически чистый утеплитель даже в наше время. Разделительное перекрытие собирается из нескольких функциональных слоев, обеспечивая гидро- и теплоизоляцию. Но такой пирог создается в доме, где нет настоящей каменной русской печи. В старину строительство домов шло по своей технологии. Сруб дома ставился не на фундамент, а на угловые камни, а вокруг дома насыпалась заваленка из земли и песка. В доме в углу стоит русская печь, и ее глинобитный фундамент находится на земле под домом. Загородный дом можно обогревать по-разному, можно построить одну большую печку, можно в разных частях дома иметь несколько печек, а можно по-современному поставить котел и создать систему отопления с радиаторами под каждым окном. Каждый хозяин выбирает, что ему удобнее, выгоднее и доступней. Полы тоже греют по-разному. Если дом новый, в доме есть водогрейный котел или бойлерная, то можно построить современный водяной теплый пол. В пол встраиваются водогрейные трубы, они подключаются в общую отопительную систему дома. Это удовольствие очень дорогое при постройке, но эксплуатация дешевая. Другой вариант состоит в том, что в пол встраиваются электрические обогреватели. Для них нужны определенные типы напольного покрытия, эксплуатация довольно дорогая. Еще существуют электрические полы, греющие за счет инфракрасного излучения карбонового наполнителя. Система обеспечивает комфортные условия в помещении, поднимает температуру до нормы за 5-7 минут. Но в старину не было этих технических устройств. А теплые полы были. Как же они их делали? Там же под домом по всему периметру, но на расстоянии 1 метра от заваленки устроен плетень высотой примерно полметра, обмазанный глиной. Плетень не замкнут, его открытый угол обращен к фундаменту печи. Пространство между стеной дома и плетнем засыпано землей, а внутри плетня образуется воздушная подушка. Поскольку в холодную погоду печь почти непрерывно работает, ведь на ней еду готовят, то фундамент печи прогревается. Горячий воздух от фундамента собирается внутри плетня. Печь прогревается за счет того, что в ней горит топливо, дрова. Для горения нужен воздух. Печь построена таким образом, что она воздух забирает из подпола, а в подпол он попадает из теплой комнаты. Поэтому и в подполе тепло, а значит и пол поэтому теплый. Вот такой конвективный воздухооборот придумали в старину умельцы. Но если в подполе хранились овощи, то теплый пол таким образом не делали, ведь овощи могут испортиться. При постоянном пользовании печью фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло. Под полом между стеной и плетнем действительно все засыпано землей, а внутри плетня оставлена воздушная подушка, пустое пространство между досками пола и землей, куда истекал теплый воздух от фундамента. Сам пол делали из досок лиственницы толщиной около 70 мм и шириной 70-100 мм. Чтобы сырость от прогретой поддомовой земли не портила деревянные элементы конструкции, поверхность земли внутри плетня покрывалась плоскими камнями, промазанными глиной. Есть версия, что такая конструкция пространства под полом дома была придумана для проветривания поддомового пространства, но какая-то доля тепла от фундамента грела пол. Дачный дом можно строить до бесконечности, стройку нельзя закончить, ее можно только прекратить. Система отопления модернизируется параллельно с прогрессом техники. Сейчас теплый пол закладывают уже при строительстве дома. Наиболее выгоден водяной пол, более комфортный – инфракрасный. Пол с электронагревателями дороже в эксплуатации. В любом случае нельзя забывать о технике безопасности. Работы должны выполнять или хотя бы контролировать профессионалы-специалисты.
Ссылка на статью в описании. Автор статьи Леонид Шальман. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.